Корабль General von Steuben. Это немецкий пассажирский лайнер, а затем вооруженный транспортный корабль ВМС Германии, затонувший в Балтийском море во время Второй мировой войны. Он был спущен в 1923 году под именем Мюнхен. В 1923 году Мюнхен стал первым спущенным немецким трансатлантическим пассажирским лайнером, а также первым, вошедшим в гавань Нью-Йорка после окончания Первой мировой войны. В 1930 году, после того, как он пришвартовался в Нью-Йорке и высадил пассажиров, на борту вспыхнул пожар, который быстро перекинулся на другой склад. Все пожарное оборудование города было отправлено на горящий лайнер. С огнем не удалось справиться, и он затонул рядом с пристанью, к которой он пришвартовался. В ходе одного из крупнейших мероприятий по спасению судов, Мюнхен был поднят, отбуксирован в сухой док, отремонтирован и возвращен в строй. Вскоре после этого владелец переименовал лайнер в General von Steuben. Был обратно введен в строй в 1939 году как жилой корабль. В 1944 году введен в строй в качестве вооруженного транспортного корабля, доставлявшего немецкие войска в восточно-балтийские порты и возвращавшего раненых солдат в город Киль. Стубен участвовал в крупнейшей морской эвакуации современности. Эвакуация в рамках операции «Ганнибал» превзошла британскую эвакуацию в Дюнкерке как по масштабу, так и по количеству эвакуированных людей. К началу января 1945 года гросс-адмирал Карл Дёниц понял, что Германия скоро потерпит поражение. Желая спасти своих, 23 января 1945 года он передал по радио закодированное сообщение в польский город и порт Гдыни, который находится под немецкой оккупацией, об эвакуации на запад под кодовым названием «Операция Ганнибал». Среди кораблей были Deutschland, Гамбург, Ганза и Вильгельм Густлов. Несмотря на потери, понесенные в ходе операции, перед наступлением Красной армии в Восточную Пруссию и Данциг было эвакуировано более 2 миллионов человек. Зимой 1945 года беженцы из Восточной Пруссии направились на запад, прочь от Кёнигсберга, опережая наступление советских войск в страны Балтии и Восточную Пруссию. Тысячи бежали в балтийский порт Пилау, надеясь попасть на корабли, которые доставят их в относительную безопасность. Стубен был частью флота, посланного для этой цели. 9 февраля 1945 года Стубен отплыл из Пилау, недалеко от Кёнигсберга на побережье Балтийского моря, в Свинемюнде. В официальных отчетах значилось 2800 раненых немецких солдат, 800 гражданских лиц, 100 вернувшихся солдат, 270 человек военно-морского медицинского персонала, 12 медсестер из Пилау, 64 экипажа корабельных зенитных орудий, 61 военно-морской персонал, радисты, связисты, механизаторы и администраторы, плюс 160 матросов торгового флота. Всего на борту было 4267 человек. Из-за быстрой эвакуации перед наступлением Красной армии многие восточно-германские и балтийские беженцы поднялись на борт Штойбена без регистрации, увеличив количество находящихся на борту примерно до 5200 человек. Незадолго до полуночи 9 февраля советская подводная лодка С-13 под командованием Александра Маринеско выпустила 2 торпеды по Штойбену с интервалом в 14 секунд. Оба попали в его носовую часть правого борта, чуть ниже мостика, где спала большая часть экипажа. Большинство из них погибли от попадания торпед. По словам выживших, Стубен затонул носом и сильно накренился на правый борт, прежде чем совершить последнее погружение примерно через 20 минут после торпедного удара. При затоплении погибло около 4500 человек. Немецкий торпедный катер Т-196 спешно подъехал к Штойбену, как он затонул,
Его команда вытащила около 300 выживших прямо с наклоненных палуб и доставила их в Колобжик в Польше. Всего из Штойбена было спасено 650 человек. Обломки корабля были найдены и идентифицированы в мае 2004 года гидрографическим судном ВМС Польши Орб Арктауски. Фотографии и графика появились в статье National Geographic за 2005 год. Обломки лежат на глубине около 70 метров. Корабль был почти цел, когда его нашли. В июле 2021 года немецкий новостной журнал Der Spiegel сообщил, что обломки были разграблены. Место крушения является официальным военным захоронением, и вход в него незаконен. В соответствии с международными договорами обломки остаются собственностью немецкого государства, но ответственность за их защиту несет Польша. За последние десятилетия мародерство стало одной из главных причин ухудшения состояния затонувших кораблей в Балтийском море.